Здравствуйте, друзья! После проявки кинопленку, как бы там ни хотелось, но всегда нужно склеить или какой-нибудь начальный такой вот кусочек склеить, чтобы в проектор зарядить и на приемную бобину кинопроектора. Ну и вообще самые там ценные кадры, чтобы у нас были внутри намотанной пленки. Для этого все равно в любом случае придется приобрести какой-нибудь из прессов для склеивания. Они бывают разные, там на клею. Но сегодня у нас будет такой на скотче, на таких полосках скотча. Не буду говорить, как называется, я могу ошибаться в произношении. Скажу одно, что это изготовлено в Германии. И будем пробовать им. Как всегда. Как всегда, спасибо моему другу Евгению, который мне подарил его. Как всегда, как сюрприз, понимаете. То есть неожиданно приходит посылка, там вот этот замечательный пресс для склеивания. Чем он хорош и чем он отличается от склеивания клеем? Тем, что здесь у нас идет стык в стык. И сверху идет скотч, и снизу скотч, и получается, что толщина скотча, вот это единственное. Когда мы склеиваем клеем, тогда нам приходится в накладку. И бывает, что вот немножечко цепляет в разных проекторах. Еще есть, конечно, такой вот тоже стык, клеем клеится, да, там зубчатый такой идет зигзагообразный срез. Идут уже заготовленные под перфорацию отверстия вот в этих скотчиках. Я недавно, буквально вчера, узнал, что бывают, вот есть, видите, на 4 перфорации. Вот бывают такие вот на 4 перфорации, да? А есть еще на 2. И пишут, что они ничем не хуже склейка и даже менее заметная. Сегодня мы попробуем склеить на 4 отверстия перфорации и потом попробуем на 2. У меня тут уже есть, я подготовил, разрезал. Попробуем вот такой вариант тоже. Посмотрим, как у нас получится. Пленочка негативная, проявленная. Изображение начинается тут где-то вот с этого места. Мы к ней приклеимся, да? Есть у нас выбраковка. Вот к этому куску и будем клеить. Укладываем пленку на эти штифты и немножечко оттягиваем назад в сторону от ножа. И такое у нас приспособление вот удобное, держать не нужно, оно нам помогает. Подтянуть туда-сюда и одновременно такая прищепочка. Все, теперь мы режем, опускаем. Обратите внимание, здесь вот такие вот плоскостя. Они прижимают пленку в момент до среза. И дальше у нас происходит обрезка. Тоже как бы умно продумано. Опустили.
И таким, ну, не сильно медленным и не сильно быстрым таким движением мы срезаем. Все. Теперь то же самое проделаем с левой стороной. Смотрим также, чтобы у нас была перфорация и эмульсия, и глянцевая, то есть с одной стороны. Чтобы мы потом, когда заряжали кинопленку в кинопроектор, не путались. То есть начальный неправильно приклеен, он как бы не имеет информации, допустим, да. Но бывает, что смотрим, ой, это что, конец пленки, оказывается начало. Ну, потому что неправильно бывает вот так вот склеено, например, да. И в таком положении кажется, что это конец. А начало всегда пленки. То есть вот, например, вот здесь у нас бобина, вот в моей руке, в левой. Эмульсионная сторона, матовая, она должна быть обращена к объективу. А перфорация к нам. Значит, если вот такое вот положение, значит вот это у нас начало. С учетом, что вот здесь намотана пленка. Вот как в этом случае тоже. Здесь у нас матовая. Вот она. Там у нас бобина с пленкой, да? Вот она. Значит, это у нас начало. Так как перфорация к нам смотрит и на нас смотрит перфорация, а матовая эмульсионная сторона смотрит на объектив. Вот в таком положении это значит определить. Еще, если кто сомневается, просто на просвет можно посмотреть, чтобы изображение было вверх ногами. Тогда это тоже будет лишней проверкой того, что это начало. Если у нас на пленке мы видим, что если вы запутались, допустим, куда перфорация должна смотреть, особенно когда у нас 16-мм двухсторонняя перфорация, тогда трудно определить. В этом случае, когда двухсторонняя перфорация, ну в данном случае я говорю о 16 мм, тогда смотрим матовую эмульсионную сторону, чтобы она смотрела в сторону объектива, то есть в правую сторону. А изображение должно быть вверх ногами. Тогда это будет правильно. Теперь мы срезаем. Там написано как бы сначала правый, потом левый. Ну, я думаю, что здесь не особо важно. Хотя, может и важно. Давайте мы сделаем по инструкции все. А ну, где наша инструкция? Давайте посмотрим. Да. Сейчас мы... Значит, перед тем, как обрезать, мы укладываем сначала с правой стороны, нажимаем и подтягиваем, и зажимаем, и срезаем ее. После этого делаем такое же самое, только с левой стороны. Тоже подтягиваем немножечко по перфорации, чтобы немножечко гуляло там. Вот так мы и сделаем. Сначала правую сторону, эмульсионной стороной вниз, глянцевой вверх. Нажимаем эту прищепочку и подтягиваем, отпускаем, чтобы она у нас... И одновременно пленочку подтягиваем в ту сторону, от ножа, в натяжечку такую. Все. Делаем это не спеша, но и не сильно медленно. Вот таким вот движением. Бывает, что если неправильно нож отрегулирован, немножечко там, видите, здесь есть такие болты, можно порегулировать так, чтобы ножик, чтобы режущая часть была четко по этому. Но это уже в закрытом состоянии. И тут вот регулируем. Если этого не происходит, если немножечко не режет, можете слегка пальцем как бы
момент перед порезкой немножко толкать в эту сторону, влево. Так, это убираем. Теперь делаем левую сторону. Вкладываем. Также прижимаем этой прищепочкой. И таким же движением прижали. Все. Так, лишние куски мы убрали. Обрезочки. Берем наш скотч. И красной его частью к нам устанавливаем вот на эти вот пластиковые штифты такие большие. Так вот установили, и в натяжечку к нам пальцем немножко зажимаем. Все, теперь прижимая пальцем легко вытягиваем эту красную часть на себя. У нас остается скотч, и мы его заглаживаем. Пока так чуть-чуть. Теперь мы это все вместе с пленкой, со скотчем, все переворачиваем вот эту площадочку. Вот этот вот выступ помогает нам для того, чтобы мы могли дальше приподнять вот эту вот часть. Мы это загибаем, переворачиваем, прижимаем пальцем, вот где у нас скотчик, и вот теперь уже вытягиваем белую бумажечку в ту сторону. Одновременно проталкивая палец в ее сторону, чтобы прижать скотчик. Все, вот мы прижали. Теперь можем какой-нибудь такой плоскостью все это дело загладить. Ну так, без усилий, чтобы не сдереть. Значит, смотрите, хотел обратить ваше внимание на то, что здесь рассчитано даже на звуковую пленку. То есть, если я никогда не держал, никогда у меня не было ни проектора, ни кинокамеры, ни пленки даже со звуком Super 8. Но здесь предусмотрено, что краешек именно не перекрывает звуковую дорожку, которая идет вот по этому краю с этой стороны перфорации. Насколько я знаю. То есть вот эти миллиметры, которые не доходит скотч, здесь он практически доходит все, а здесь немножечко это я читал. Читал, изучал. То есть в другой инструкции я читал в интернете, что именно, может быть, здесь тоже написано по-немецки. Но я читал, что именно вот с этой целью вот этот промежуточек остается со звуком. Для звука. Вот такое наше соединение. С этой стороны и с эмульсионной стороны. Попробуем на другой пленке сделать с двумя перфорациями. И посмотрим, получится ли у меня это. Давайте попробуем вот с этой кинопленкой. Это у нас негативная тоже кинопленка. Кодек Vision, наверное, 500T, да. И мы приклеим сюда, с помощью скотча из двух дырочек. Вот эмульсия.
к нам перфорация, значит это начало. Начало у нас будет с левой стороны. Обрезаем сначала ленту, которую будем приклеивать. Перекрываем эту щель, где у нас проходит нож. Укладываем и подтягиваем немножечко пленку. Слегка совсем. Прижали. Опустили, прижали и обрезали. Все. Теперь эту сторону. Также перекрываем щель, где у нас будет резать нож, и подтягиваем теперь уже влево. Поднимаем прищепочку, подтягиваем и опускаем. То же самое опускаем и легким движением обрезаем. Все, обрезали. Лишнее убираем. Попробуем, как у нас это получится. Здесь единственное, что получается на 1. Но здесь рассчитано на обычную кинопленку с большой перфорацией, поэтому если у нас немножко перекос будет, я думаю, что ничего страшного для Super 8 не будет. То же самое. Кладем только уже получается на 1 пластмассовый штифтик. Подтягиваем вниз немножечко. Ну и будем все-таки стараться сделать это более-менее ровно. Прижимаем и за красную тянем. Все. Приклеим скотч слегка. Я тут немножко перестарался. Опускаем. Переворачиваем эту всю плоскость вместе. И дежурная палочка. Немножечко все-таки закосил. Ну ничего, у нас есть ножницы, мы обрежем лишнее. Ну, держится хорошо. Я думаю, что будет держаться. Вот это я хотел и показать. Теперь немножко там, несколько сантиметров 50, наверное. Все, приклеил. А вот конец этой пленки тоже можно приклеить кусочек. Сейчас мы и потренируемся. Только теперь у нас это конец пленки. Мы его разворачиваем в эту сторону. Это именно кинопленка проявленная. Kodak Vision. Перекрываем эту щелину. Подтягиваем в эту сторону, вправо. И прищепкой зажимаем. Опустили. Легким нажатием обрезаем лишнее. Удаляем. Так, тут тоже. Это как бы конец. Мы сделаем вот так вот. Укладываем. Теперь подтягиваем теперь уже в левую сторону и прищепочкой зажимаем.
Опускаем. И легким движением отрезаем. Все. Всякие пылиночки можно, конечно, кисточкой убрать. Пробуем вторую полосочку из 2. Укладываем и подтягиваем к нам. А почему к нам? Вот эти штифты, они сделаны такого размера, чтобы как раз половиночку, то есть половинка занимает штифт пластмассовый, а половинка уходит на то, чтобы перфорацию не перекрывала. Поэтому к нам тянем, немножечко подтягиваем к нам и потом тянем за красную бумажечку. Все. Всю эту плоскость переворачиваем. И попробуем не ошибиться снова. Короче, надо тренироваться. Вот она у нас, видите, да? Можно сдуть всякую пыль. Просто перевернем скотчик. И все. Прижали. Так что, если есть такое желание, подпишитесь, пожалуйста. Я тут инструкцию вам открою. И посмотрите в режиме паузы. Вот как действует. Здесь хорошо показано. Нажали, сдвинули. Вот такой вот был аппарат у нас сегодня. Евгений, дружище, тебе большое спасибо, что теперь у нас есть такой аппарат для склейки кинопленки, и что мы смогли показать нашим друзьям, кинолюбителям. Этот чудесный аппаратик. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.